Анна Петровна медленно провела рукой по гладкой поверхности перил. Белоснежный лайнер величественно рассекал волны, унося ее все дальше от берега, от привычного мира, где каждый день был похож на предыдущий. 58 лет. 30 из них — вдовой. 2 выросших детей, внуки, бесконечные звонки с просьбами присмотреть, приготовить, помочь. Маленькая квартира, которая когда-то казалась уютным гнездышком, а теперь превратилась в клетку. «Мама, ты с ума сошла? Круиз? Одна?» Голос дочери до сих пор звучал в ушах. Может быть, действительно сошла, а может, впервые за долгие годы поступила разумно. Ветер трепал сидеющие волосы, которые она впервые за много лет не собрала в строгий пучок. Пусть развиваются, пусть будет как будет. Вечернее платье висело на плечиках, терпеливо ожидая своего часа. Темно-синее с мерцающими серебристыми вставками — единственная дорогая вещь, которую Анна позволила себе купить перед поездкой. «Зачем тебе это?» — спрашивал внутренний голос, когда она отсчитывала купюры на кассе. «Не знаю», — честно отвечала она сама себе. Сейчас, разглядывая себя в зеркале каюты, она с удивлением обнаружила, что платье сидит идеально, подчеркивая все, что нужно, и скрывая то, что скрыть хотелось бы. Годы физического труда сохранили фигуру лучше любых диет. «И что теперь?» — спросила она свое отражение. Отражение молчало, но в глазах появился давно забытый блеск. Капитанский ужин, музыка, танцы, незнакомые люди — сердце колотилось, как у девчонки, когда она вышла из каюты. Уважаемые зрители, будем очень благодарны, если вы подпишетесь, поставите лайк и напишите комментарий. Это очень помогает нам. Спасибо за вашу поддержку. «Разрешите представиться, Михаил Аркадьевич». Седовласый мужчина слегка наклонил голову. «Вы позволите?» Он указал на пустой стул рядом с ней. За большим круглым столом все места были заняты, кроме этого одного. Словно ждала его. «Анна Петровна». Она протянула руку для рукопожатия, но он неожиданно коснулся ее пальцев губами. Легко, почти невесомо. От этого жеста, такого старомодного и в то же время изысканного, что-то перевернулось внутри. Может быть, это было шампанское, которое она пила натощак. Может быть, морской воздух кружил голову. Или, может, годы одиночества сделали ее слишком чувствительной к простым проявлениям вежливости. «Вы путешествуете одна?» — спросил он, когда официанты разлили вино. «Да», — ответила она и почему-то не стала объяснять про детей, внуков и обязанности. «А вы?» «Я тоже. Уже 3-й год подряд выбираю разные маршруты. Жена умерла 4 года назад. Рак». Он произнес это просто, без надрыва, но Анна увидела, как на мгновение потускнели его глаза. Сначала думал, что не выживу, потом понял, что она бы этого не хотела. Анна кивнула. Она понимала, слишком хорошо понимала. «Вы танцуете?» — спросил Михаил, когда ужин подошел к концу, и оркестр заиграл что-то медленное и красивое. «Очень давно не пробовала», — честно ответила она. «Это как езда на велосипеде», — улыбнулся он. «Тело помнит, ее тело помнило, помнило, как кружиться в танце, как прогибаться в спине, как следовать за партнером, но оно забыло, каково это — ощущать чужие руки, чувствовать тепло, исходящее от другого человека. Непривычно, волнительно, странно. «Вы прекрасно танцуете, Анна Петровна», — произнес он, когда мелодия закончилась. «Просто Анна», — зачем-то сказала она. «И это вы хорошо ведете. Он улыбнулся и не отпустил ее руку, когда начался следующий танец. Дни на корабле сливались в один бесконечный праздник. Утренний кофе на палубе, экскурсии в каждом порту, вечерние представления, танцы, разговоры до рассвета. Михаил оказался удивительным собеседником, внимательным, остроумным, знающим. Он был инженером, объездил полмира, любил джаз и французскую кухню. Он рассказывал о странах, в которых побывал, о книгах, которые читал, о музыке, которую слушал. «А вы?»
— спрашивал он. «Что любите вы, Анна?» И она рассказывала о том, как мечтала стать художницей, но жизнь распорядилась иначе. О цветах, которые выращивает на балконе. О старых фильмах, которые может пересматривать бесконечно. О внуках, которых обожает, но от которых иногда устает. Он слушал так, как давно никто не слушал. С неподдельным интересом, задавая вопросы, запоминая детали. И с каждым днем она чувствовала, как что-то внутри оттаивает. Распрямляется. Расцветает. «Сегодня последний вечер», — сказал Михаил, когда они стояли на палубе, глядя на закат. Завтра корабль возвращался в порт отправления. «Да», — кивнула Анна, чувствуя, как сжимается сердце. «Всё хорошее когда-нибудь заканчивается». «Не обязательно», — он повернулся к ней. «Я хотел спросить, не хотели бы вы продолжить наше знакомство на суше?» Она молчала, глядя на огненный шар солнца, медленно опускающийся в море. «Продолжить? Как? Зачем?» Они жили в разных городах. У неё дети, внуки, обязательства. У него своя жизнь. «Я не предлагаю ничего конкретного», — мягко произнёс он, словно прочитав её мысли. «Просто не хочу терять вас из виду. Мы могли бы созваниваться, писать друг другу, может быть, иногда встречаться». Она повернулась к нему. Седые волосы, морщинки в уголках глаз, загорелая кожа. Красивый мужчина, умный, добрый. «Я не знаю», — честно ответила она. «У меня очень давно не было никого. Я не умею... Не знаю, как это все делается». «Я тоже», — он улыбнулся. «Мы могли бы учиться вместе. Последний вечер они провели, танцуя. Он кружил ее в вальсе, в танго, в фокстроте. Она смеялась, как девчонка, когда он поднимал ее и кружил. «Завтра», — сказал он, когда они, наконец, остановились, запыхавшиеся и счастливые, «я хотел бы познакомить вас с моей дочерью. Она встречает меня в порту». «О!» — Анна почувствовала, как улетучивается легкость. «Дочь». Конечно, она представила, что сказала бы ее собственная дочь, узнав о Михаиле. Ей 38, у нее 2 детей, она архитектор. «И она очень хотела бы, чтобы я был счастлив», — добавил он, словно снова читая ее мысли. Она запнулась. «Моя дочь не так легко примет незнакомого мужчину в моей жизни». «А вы?» — спросил он тихо. «Вы примете?» Утро последнего дня было суматошным. Сборы, чемоданы, прощание с новыми знакомыми, выписка из каюты. Анна не видела Михаила до самого момента схода с корабля. Он ждал ее у трапа, держа в руках маленький букет полевых цветов. «Эти напомнили мне о тех, что вы выращиваете на балконе», — сказал он, протягивая цветы. «Спасибо». Она приняла букет, чувствуя, как к горлу подкатывает ком. «И вот», — он достал из кармана небольшую коробочку. «Открытка. Там мои контакты и небольшое напутствие». Она кивнула, не в силах произнести ни слова. «Марина ждет нас в кафе неподалеку», — сказал он. «Если вы, конечно, не передумали». Анна глубоко вздохнула. 2 недели безумия. 2 недели, когда она чувствовала себя живой, желанной, счастливой. 2 недели, когда возраст был просто цифрой, а не приговором. А теперь реальность. Дочь, которая считает ее слишком старой для чего бы то ни было, кроме присмотра за внуками. Сын, который звонит раз в месяц из другого города. Маленькая квартира. Привычное одиночество. Начала она, но он мягко взял ее за руку. «Не нужно решать прямо сейчас», — сказал он. «Давайте просто выпьем кофе. Познакомимся с Мариной. А потом вы подумаете. Хорошо?» Она кивнула, чувствуя, как отпускает напряжение. «Хорошо». Марина оказалась высокой, элегантной женщиной с отцовскими глазами и подбородком. Она с искренним интересом расспрашивала Анну о путешествии, показывала фотографии своих детей, рассказывала о работе. «Он изменился», — сказала она, когда Михаил отошел заплатить за кофе. «После маминой смерти я думала, что потеряла обоих родителей. Он был как тень.
А теперь он снова живой. Анна промолчала, не зная, что ответить. «У вас есть дети?» — спросила Марина. «Да, дочь и сын, и 3 внуков. Они знают о...» Она не закончила фразу, но Анна поняла. «Нет», — покачала головой она. «Я не знаю, как им сказать. Я даже не знаю, что им говорить». Марина улыбнулась. Тепло, понимающе. «Скажите им правду. Скажите, что вы встретили человека, с которым вам хорошо. Что вы заслуживаете счастья. Что они должны радоваться за вас. А если они не поймут, тогда это их проблемы», — пожала плечами Марина. «Моя мама говорила, никогда не поздно начать жить заново». Она была права. Дома все было по-прежнему. Тот же вид из окна, тот же запах свежевыпеченного хлеба из соседней булочной, те же звуки. Но Анна была другой. Она достала коробочку, которую дал ей Михаил. Внутри лежала открытка с номером телефона и короткой надписью: «Вторая молодость начинается тогда, когда ты этого захочешь». Она долго смотрела на эти слова, а потом взяла телефон и набрала номер дочери. «Мама?» — удивленный голос в трубке. «Ты уже вернулась? Как отдохнула?» «Лена», — сказала Анна, чувствуя, как колотится сердце, — «мне нужно тебе кое-что рассказать». Телефон звонил и звонил, но никто не отвечал. Анна уже собиралась положить трубку, когда услышала знакомый голос. «Алло, Михаил Аркадьевич слушает. Здравствуйте», — сказала она, улыбаясь в пустоту квартиры. «Это Анна. Я подумала насчет того, чтобы учиться вместе. Я согласна». На другом конце провода послышался смешок, а потом тихий, счастливый вздох. «Я очень рад, Анна, очень рад». За окном начинался новый день. Новая жизнь. Возможно, даже вторая молодость. Уважаемые зрители, будем очень благодарны, если вы подпишетесь, поставите лайк и напишите комментарий. Это очень помогает нам. Спасибо за вашу поддержку.